Было около 5 утра, когда я открыл дверь своего небольшого домика на окраине национального парка Каскейд. Я, Джонатан Хейл, бывший военный корреспондент, а ныне писатель-отшельник, только начинал просыпаться. На мне была старая рубашка и изношенные ботинки, пахнущие костром. Я вышел на веранду, чтобы вдохнуть прохладный влажный воздух, пропитанный ароматом хвои и дождевой земли. Я предвкушал чашку крепкого кофе, которая должна была вытащить меня из полусна. Но кофе так и не случилось. Я замер, будто кто-то ударил по тормозам внутри меня. Всего в нескольких шагах от меня стоял медведь. Массивный, будто вырезанный из камня. Он не рычал, не двигался, только тяжело дышал, словно каждое движение давалось с трудом. Шерсть на нем была свалявшейся и мокрой, словно он только что выбрался из ледяного ручья или побывал в схватке. Но больше всего меня поразили его глаза. Темные, блестящие, полные боли. Они были наполнены слезами. Настоящими. Я не знал, что такое возможно. Видеть, как дикий зверь плачет. И тогда я увидел, в ее пасти было маленькое безжизненное тельце медвежонка. Голова безвольно свисала на бок, лапы волочились по доскам крыльца. И в тот миг я понял — это не он. Это была медведица. Мать. И она несла своего умирающего детеныша. На автомате я отступил к двери, сердце колотилось, руки сами потянулись к ружью, висящему на стене. Но я не выстрелил. Не мог. В этом огромном звере не было угрозы. Только горе. Она стояла и смотрела. Не умоляюще. Нет. Скорее, с надеждой. И, быть может, с доверием. Медленно, с почти человеческой осторожностью, она подошла к краю веранды, опустила медвежонка на деревянный пол и отступила. Села, тяжело дыша, словно путь до моего дома был последним усилием. Она не сводила с меня взгляда, не моргала, просто ждала. Я опустился на колени. Медвежонок был крошечный, размером с спаниеля. Он казался мертвым, но потом едва заметное движение грудной клетки. Он дышал. Слабо, но дышал. Я поднял глаза на медведицу, и слова сами вырвались. «Я попробую. Слышишь? Я попробую помочь». Медведица не шелохнулась. Я аккуратно завернул медвежонка в свою рубашку и медленно вошел в дом. Она осталась снаружи, словно не сомневалась в моих намерениях. Уложив малыша на диван, я наскоро собрал все, что мог найти. Полотенце, бутылки с водой, старую грелку, аптечку. Его дыхание было почти неощутимым, тело — холодным, как камень. Я взял телефон и дрожащими пальцами набрал номер Маргарет Сандерс, ветеринара, которая жила в 20 милях отсюда. «Маргарет, это Джонатан. У меня...» Это может прозвучать безумно. У меня дома медвежонок. Его мать оставила его у меня. Он умирает. «Ты с похмелья, Джон?» «Нет, он здесь, живой, но едва дышит. Что мне делать?» После короткой паузы Маргарет начала давать инструкции. Тепло, влажность, сладкая вода, мед, если есть. Я делал все, как она сказала. Через несколько капель жидкости медвежонок пошевелил языком. Я впервые за утро выдохнул с облегчением. Снаружи медведица не двигалась, только дышала. Я открыл дверь и сказал: «Он жив. Пока что». Она смотрела спокойно, как будто понимала. Час за часом я боролся за его жизнь. Очистил рану на задней лапе. След от укуса, уже воспалившийся. Обработал перекисью. Малыш вздрогнул, значит, боль еще работала. Значит, он еще здесь. Он цеплялся. Жил. К полудню он чуть шевельнул лапкой, потом приоткрыл один глаз и взглянул на меня. Этот взгляд, чистый, растерянный, живой,
будто пробил во мне какую-то плотину. Я почувствовал, как что-то ломается внутри. «Ты выживешь, дружок. Я не позволю тебе умереть». Вечером приехала Маргарет. С ней была Бри Кларк, бывшая работница Центра спасения дикой природы. Они осмотрели малыша. «Это укус взрослого самца», — сказала Бри. «Иногда они убивают чужих детенышей, чтобы самка снова могла спариться. Мать его спасла и привела к тебе. Она, похоже, следила за тобой заранее». Эта мысль, что медведица наблюдала, выбирала, доверилась, сбила меня с толку. Я ничего не ответил, просто кивнул. Следующие 2 недели были как в тумане. Медвежонок, я стал звать его Балу, восстанавливался быстро. Ел, играл, пытался лазать по дивану, тыкал носом в мебель. А его мать, она приходила каждый день, всегда с утра. Не приближалась, не подходила к окнам. Просто стояла в тени деревьев, тихая и неподвижная, как дух леса. Но я знал. Она следит. Она ждет. Потом пришла Сара Блейн, помощник рейнджера. «До меня дошли слухи», — сказала она, нахмурившись. «Медвежонок живет у тебя. Его мать бродит по участку. Служба охраны дикой природы будет здесь через 3 дня». Я понял. Пришло время прощаться. На следующее утро я уложил Балу в деревянный ящик, положил мячик, немного еды. Он скулил, будто чувствовал перемены. Мы поехали вглубь леса. Я знал это место. Широкая поляна среди елей, где река петляет недалеко, а воздух всегда пахнет смолой. Я открыл ящик и сказал: «Это твой дом. Ты не должен быть со мной. Ты должен быть с ней». Медведица появилась почти сразу, тихо, как тень. Вышла из чащи и встала у края поляны. Наши взгляды встретились. Я сделал шаг назад. Балу смотрел то на меня, то на нее. Потом мягкий, почти неразличимый звук, зов матери. Он пошел к ней. Но на полпути остановился, вернулся ко мне, ткнулся мордочкой в колени. Я обнял его, гладил, шептал: «Ты справишься. Я верю в тебя». После последнего прикосновения я мягко подтолкнул его к ней. И на этот раз он пошел без колебаний. Медведица обнюхала его, убедившись, что он цел. Затем посмотрела на меня и кивнула. Потом развернулась и исчезла среди деревьев, а Балу следом, не оглядываясь. Я остался стоять на поляне среди высоких деревьев, зная, что отпустил что-то важное. Что-то, чего, может быть, мне самому не хватало всю жизнь. Теперь мой дом снова пуст. Но иногда осенними утрами я нахожу у порога маленькие дары, ягоды, шишки, даже цветы. И в эти моменты я знаю, они помнят, они живы. И где-то в лесу есть медвежонок по имени Балу, который когда-то спал у меня на диване, пил мед с моей ладони и научил меня, что самое сильное доверие — это то, которое не требует слов. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.